Добрый день, дорогие участники! С вами Дарья, менеджер по продукту компании Atomy. И сегодня мы с вами будем говорить про омегу-3. На нашем сайте теперь представлено целых 2 омеги-3. Чем же они отличаются? Чем полезна омега? Давайте разбираться. Итак, у нас на сайте всегда была корейская омега корейского производства, и сейчас появилась японская омега. Вообще растительные жиры, не только растительные, животные жиры мы употребляем с пищей. Мы едим мясо, едим злаки, молочные продукты, рыбу. И больше всего полезных жиров для нас содержится именно в рыбе. И это жиры омега-3. Поэтому так много различных биологически активных добавок, да и просто добавок, которые сделаны на основе рыбьего жира. Омеги-3 различаются по форме. Это бывают и капсулы, как у нас, к примеру. Это бывает жидкая форма. Кому как удобно будет употреблять. И, конечно же, они различаются по форме самой омеги-3, то есть по способу ее производства. Самый натуральный вид омеги-3 – это триглицериды. Мы их употребляем с нашей пищей, то есть вот как мы едим пищу, в таком виде они к нам и поступают, эти триглицериды. Далее, следующая форма – это этиловый эфир. Если мы берем молекулу самого триглицерида, то она состоит из глицерина и жирных кислот. И вот мы этот глицерин заменяем на этиловый эфир. И получается вот как раз омега, которая представлена у нас на сайте. Это наша корейская омега, она находится в форме этилового эфира. Для того, чтобы повысить биодоступность этой омеги, в составе также содержится витамин Е, жирорастворимый витамин, который помогает увеличить как раз количество ненасыщенных жирных кислот, поднять это количество. Далее, если мы возьмем молекулу нашей омеги, которая находится в форме этилового эфира, и обратно этот этиловый эфир заменим на глицерин, то мы получим другую форму омеги. Это уже наша RTG омега, то есть которая прошла обратный процесс этерификации. И такая омега отличается высокой биодоступностью, она очень хорошо воспринимается организмом, после ее применения виден хороший эффект, и также она близка максимально к натуральным триглицеридам, то есть к натуральной омеге-3. Но это не значит, что этот тип омеги лучше, а этот хуже, этот вообще некачественный, или, например, если туда добавили этиловый эфир в лаборатории, то она какая-то химическая, не натуральная. Это совершенно не так. Обе омеги имеют очень хорошие показатели. Они испытывались различными испытаниями, которыми было показано, что вот эти два вида омеги практически не уступают друг другу по различным показаниям. Если вы хотите более быстрый эффект от омеги-3, конечно, я рекомендую присмотреться именно к RTG омеги. Если вы хотите эффект в долгосрочной перспективе, вы можете присмотреться именно к омеге в форме этилового эфира. Итак, чем же еще отличаются две наши омеги помимо формы, в которой они находятся? Корейская омега у нас как раз называется Аляска. Это значит, что она добывается в водах Аляски, в северной части Америки, в северном полушарии, из Минтая. Японская омега добывается в южной части Америки, на берегах Чили, и добывается из анчоусов и васи. То есть получается, что две наши омеги, они добываются в водах Америки, но на абсолютно противоположных ее концах. Кроме того, давайте сейчас посмотрим на сами капсулы, как же они выглядят. Капсулы омеги-3 имеют желтоватый оттенок, она такая пузатенькая, я бы сказала. А капсула омеги-3 японского производства более прозрачная и более вытянутая. То есть, если вам неудобно употреблять вот такую большую капсулу, есть проблемы с ее проглатыванием, можно присмотреться вот к таким капсулам. И, кстати, о самом сырье капсулы давайте поговорим. Капсулы обычной корейской омеги сделаны из свиного желатина, поэтому не все, к сожалению, могут употреблять данный продукт.
Капсула омеги японского происхождения сделана из растительных материалов, не содержит в себе продуктов животного происхождения и в том числе свинины. Поэтому те, у кого есть аллергия на желатин, те, кто не употребляет свинину по разным причинам, могут спокойно употреблять именно этот продукт. Можно сказать, что у него даже вегетарианская капсула. Она также имеет ряд преимуществ. У нее устойчивость к температурам, к высоким и низким, из-за чего омега не будет слипаться, капсулы не будут слипаться между собой. И, соответственно, данная капсула, попадая в наш организм, быстрее растворяется и быстрее доставляет полезные вещества по нашему телу. В чем же польза омеги-3 для нашего организма? Вообще очень большая, потому что омега-3 участвует в различных процессах нашего организма, помогает повысить иммунитет, повысить его сопротивляемость разным болезням, также улучшает работу нашего мозга, улучшает работу кровеносной системы, нашего сердца, работу суставов. Также, если мы говорим про наш внешний вид, про красоту, то улучшает состояние наших волос, ногтей, делает их здоровыми, прочными, чтобы они не ломались. Омега является биологически активной добавкой, поэтому перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Он поможет вам подобрать правильную дозировку, правильное время, которое нужно принимать. Стандартно мы говорим, что это 1 месяц, однако бывают такие случаи, когда человеку при его заболеваниях необходимо омегу пить каждый день на протяжении очень долгого времени. И только специалист сможет вам сказать, сколько вам нужно будет употреблять омегу-3, а также поможет разобраться в вашем случае, какой вид омеги-3 будет для вас более эффективным. Ну а мы рекомендуем употреблять данный БАД 2 капсулы в день, запивая водой. У меня на этом все. Спасибо. До свидания.